Друзья, привет! Я Роман, и вы на канале «Откройте Питер. Прогулки по Санкт-Петербургу». Много воды и много зелени – это то, что объединяет Крестовский, Елагин и Каменные острова. С конца 19 века это место массового отдыха горожан. Свежий воздух, много зелени – этого хоть отбавляй. Под нами Большая Невка, идем мы по Ушаковскому мосту, а идем мы конкретно на Каменный остров. В отличие от первых двух, на Каменном еще и архитектуры предостаточно. Разных эпох и стилей. Храм, где крестил своих детей Александр Сергеевич Пушкин. Великолепный дворец, любимый императором Александром I. Сфинксы на набережной, театр-памятник деревянного зодчества, где сейчас вторая сцена Большого драматического театра. Советский конструктивизм. И для полного счастья более 10 сохранившихся особняков в стиле модерн. Ну и главное, на Каменном острове гораздо меньше народа, поскольку нет ни одной точки общепита, ни одного магазина, ни одной развлекаловки. Впрочем, оно, наверное, и к лучшему. Идеально для спокойной прогулки. Не забудьте только с собой взять воду и что-нибудь на перекус. Значит, немножко истории. Острова, в том числе Каменные, большие люди облюбовали с самого рождения Санкт-Петербурга. Петр I пожаловал его канцлеру Гавриилу Головкину. По преданию, сам император посадил здесь дуб, простоявший до 90-х годов. Там мы, кстати, пройдем мимо этого места. Следующий владелец был граф Бестужев-Рюмин. Строил грандиозные планы и даже пригласил Бартоломео Растрелли для возведения дворца, но планам не суждено было сбыться, и Каменный остался таким медвежьим углом. Настоящая история острова начинается с 1765 года, когда он отошел к государственной казне, и Екатерина II подарила его сыну Павлу. За 15 лет возвели Каменноостровский дворец, сначала под руководством Юрия Фельтона, затем Джакомо Кваренги. Ну а рядом разбили парк. Дворец у нас окажется по левую руку от нашего движения, с левой стороны от Каменноостровского проспекта. Ну и в эти же годы по проекту Фельтона построили храм Рождества Иоанна Предтечи. Сейчас он прямо по кадру. В 1833-36 годах Пушкин крестил в нем 3 детей. Поэт снимал усадьбу сначала на Черной речке, потом непосредственно на Каменном острове. При Александре I, Николае I, помимо императорских, появились несколько частных имений в западной части. Одну из таких дач как раз Пушкины снимали. И уже в конце 19-го, начале 20 века остров заселила, скажем так, столичная элита. Если Елагин и Крестовский были таким общественным пространством для прогулок и увеселений, то Каменный стал вотчиной богатых людей. Это дачная эпоха, когда каждый уважающий себя человек при деньгах строил дом. Кто попроще в пригородах, кто покруче в Петербурге. Место номер 1 – Каменный остров. Непроницаемых заборов, правда, никто тогда не ставил, и можно было свободно осматривать все эти шедевры. Строили не абы как, а с чувством, с толком, с расстановкой. К тому же это время расцвета модерна. Добраться до Каменного острова очень просто. Вот мы пришли сейчас с той стороны
Большой Невки, это станция метро Черная речка. Вот буквально 5-10 минут, не спеша, и вы на Каменном острове. Вот так за разговорами у нас по левую руку уже практически заканчивается вот это желтое здание. Сейчас это спортивная школа, там высшего мастерства. А ранее это был корпус, в котором лечились или как-то вот что-то связано было с инвалидами. Это еще при царях. Дальше как раз здесь идет медицинский такой городок небольшой. Корпус, конечно же, инвалидный этот переделан. Немножко видоизменен, но структура плюс-минус осталась прежняя. В целом, если повезет, то в принципе можно и по проезжей части тут прогуливаться, потому что движение достаточно слабое, да, в отличие вот от у нас с противоположной стороны Приморский проспект. Там, конечно, трафик постоянный. На острове есть несколько рукотворных каналов, большой и малый. Я вам покажу. Очень такое поэтичное место. На малом канале сразу несколько пешеходных мостиков. Красивечно. Планирую я обойти остров за час. Не знаю, как у нас получится ли. Но я постараюсь побыстрей, дабы не затягивать и не отнимать у вас много времени. Так, здесь нас встречает 19-й Каменноостровский мост. Это не я посчитал, это у него такое название. Канал, мостик. И вот здесь мы сейчас перейдем дорогу к, по-моему, 4-му мосту. Здесь берет свое начало этот малый канал. А нет, это второй Каменноостровский мост. Хорошо. И вот такая перспектива на следующий мостик. Сейчас туда не пойдем. Продолжим путь вдоль канала. Там за деревьями элитный ЖК. В советские времена когда-то здесь была кинокопировальная фабрика. Наверняка нас впереди ждут еще масса заборов. Скажем так, уже в советские годы Каменный остров переименовали в остров рабочих. Ну и сразу забегая вперед, все графские и княжеские дачи, усадьбы были переделаны или под санатории, или под какие-то ведомственные дачи.
Здесь даже была дача Кирова. По-моему, с номерным. Так, это объект К0. Потом К1 появился объект. Так, вплоть до К7. Может быть, еще больше было. Не знаю. Может быть, нам посчастливится, и мы с вами, проходя мимо таких заборов... вот здесь. Вот здесь где-то ЖК. За деревьями у нас виднеется. Вот там была кинокопировальная фабрика. А здесь вот под этим мостиком уже берет начало такой маленькая канавка, и дальше пойдет уже большой канал. Какие-то из усадеб можно было увидеть в кино. Почему было и сейчас можно. Это и Шерлок Холмс, одна из серий. Этот особняк нас тоже ждет еще впереди. Вот видите, часть людей прям по дороге идет, потому что как таковых тротуаров нет. Только лишь вот здесь тропинка, по которой мы идем, и тропинка вдоль Большой Невки. Да, и вот такой ЖК. Весь в граните. Балястит. Да, и вот здесь следующий ЖК. Да, это следующий, вот желтенький, это тоже современная постройка. Только в данном случае этот ЖК уже в таком стиле, как обозвать, ретроспективизма, что ли. Но вот если тот, что слева, такой из стекла и бетона, что называется, мрамора, то этот более соответствует духу Крестовского острова. Когда-то он был частью усадьбы купца Елисеева. Ночью шикарно тут подсветочка сделана у этого ЖКшки. Погода сейчас слегка пасмурная, накрапывает дождик даже. Вот такая погода для прогулок в Петербурге самое, что ни на есть, классная. Ну, спасибо, что хоть здесь не трехметровый забор. Вдалеке виднеется Газпром, как ее, Лахта-центр. Сегодня даже на флагштоках флаги подняты. А давайте отсюда. Вот такой имеет вид на стрелке. Ну и вот тут тоже все это воды Малого канала продолжаются. Так, мы пойдем вдоль. Нам здесь, наверное, буквально метров 300. И особняк Яковенко должен быть. Один из первых работ мэтра питерского модерна Василия Шауба. Это 1887 год. Модерн.
Модерн еще впереди, а этот проект специалисты определяют как стилизацию французской готики и ренессанса. Сейчас дойдем. Так, а пока мы не дошли, опа, хотел тут тоже показать одно из объектов интересных. Когда-то здесь была выставка, даже не знаю, как правильно это ее обозвать. В общем, вот как на ВДНХ, там всякие павильоны строили в Москве. В общем, тут инженерия была. И вот сейчас под этим навесом, под зеленым за забором, железобетонный навес находится. Это вот, чтобы вам проще было... Я, наверное, фотографию подставлю тогда сейчас. Это на тот момент было прям достижение науки, ибо до тех времен железобетон еще не использовался в строительстве. Также здесь еще должно быть 2 железобетонных мостика через каналы. Ну и в тот момент это было все-таки какой-то такой прям диковинкой. Вот там уже у нас за деревьями проглядывает дача Яковенко. Что за семья Яковенко, информацию я не нашел. Очевидно, не бедные люди. Дом, построенный Шаубом, был дачным. Единственное, что удалось узнать, в начале 20 века владельцы передали его сельскохозяйственным курсам. Здания для них построили по соседству слева, а в особняке разместились преподаватели, поэтому его прозвали профессорским домом. По данным Cityvals, сейчас особняк якобы принадлежит управлению делами президента России. А эти бывшие сельскохозяйственные курсы ныне рыбопромышленный колледж. Изначально на этом месте была дача Флора Далива-Добровольского, крупного чиновника при Александре Первом. В памяти она осталась благодаря Пушкину, который как раз снимал ее летом в 1834 и 1836 годах. Каким был дом в те времена, неизвестно. Тут, забегая вперед, в целом есть целые дворцы на Каменном острове, которые принадлежат, скажем так, высшему правительству и используются как резиденции там для приемов.
Так. В 12-16 году 20 века архитектор Сангайло построил тут великолепное здание в стиле русского ампира. К сожалению, в наше время его изуродовали вот этим кирпичным тамбуром. А мы не будем больше здесь задерживаться. Кстати, ну слева, ладно, там еще слева был служебный флигель. Он такой, как будто деревянный, двухэтажный. Вот, мы пойдем все-таки вдоль Большой Невки дальше. Таким большой круг сделаем. Буквально, наверное, метров 20 надо будет пройти. 20, 200. Там будет особняк Половцева. Это русский промышленник и меценат. Зять барона Штиглица. Понимаем, да, как все взаимосвязано. Все свои да наши. Кто не в курсе, это барон Штиглиц, тот самый, кто основал художественно-промышленную академию в Петербурге. Но в советские годы училище имени Мухиной. Вот, но тут следует уточнить, что на Каменном острове дача семейства Половцевых, а основная их резиденция была в центре, на Большой Морской, 52. Свадебный подарок барона с роскошными интерьерами. Сейчас там петербургское отделение Союза архитекторов России. А вот на Каменном же острове их летний дворец с парком. Архитектор Иван Фомин в 1913 году построен. Изначально на этом месте был особняк барона. Фомин часто использовал его для нового, частично использовал его для нового проекта. Вот, сейчас матовый забор, как мы видим, такой из оргстекла, и не сильно видно. Но я попробую тогда фотографию хотя бы подставить. В советские годы был санаторий. Ну а ныне, как я и сказал, государственная гостевая резиденция. На набережной открываются чудесные виды. Сейчас мы подойдем. Вот как раз уже видны, чуть-чуть видны стены дачи Половцева. Здесь у нас уже с противоположной стороны Елагин остров. И дворец виднеется на Елагином острове. Вот стрелка Елагинского острова. Сейчас как посмотрю, как это правильнее называется. Да, это восточная стрелка Елагиного острова. Там виднеется беленький павильон под флагом. Флага нет, флагшток есть. Ну а с этой стороны мы видим Елагин дворец. Дворец-музей. Кстати, на Елагином острове тоже есть Петровский дуб. Вот на Елагином острове Петровский дуб еще живой. А ладно, пока тут идем, пока нам смотреть не на что, про Петровский дуб на Каменном острове расскажу. Который был
не то чтобы утрачен, но что-то сам по себе стал помирать. И какой нашли выход? Взяли желудь с этого дуба, прорастили его, и вот этот молоденький дубок посадили на месте старого, тем самым как бы продолжив эту историю дубовую. Вот почему бы и да, как говорится. Да, тут у нас все-таки забор такой мощный, зелень мощная. Я еще боюсь, что если полезу по этому забору с камерой, меня потом снимут совсем неприятные люди. Называются ФСО. И мне так не хочется. Забавные такие штукалянцы. Вот, видимо, чтобы на лодках, что ли, не подходили к берегу. А может быть и просто укрепляли берег, но что-то пошло не так, и берег немножко в этом месте подмыло. Ну, тут не одно такое место, конечно. Мы увидим. Можем пройти. Здесь как раз вот уже мост, один из мостов на Елагин остров. А люди на сапах страдают. Бедолаги. О, а там впереди какие-то саперы, видимо, учатся махать веслом. А может быть и не саперы. Весло-то такое, как у байдарочников. Но активности имеются. Кстати, да, здесь я не раз когда гулял, уже на обратной дороге пойдем через центр острова, мимо Большого канала. И такое хорошее местечко, чтобы приехать на машине, запарковаться, надуть сап и спуститься на Большой канал Каменного острова и уже выйти здесь или на Малую Невку, или по Большой Невке походить. Но надеюсь, они учатся, а не просто такая фитнес-история. Могли идти, конечно, по дороге, но я думаю, вдоль воды как-то интересней. Ну да, слушайте, вот тут прям палаточки, что-то вся история. Байдарочки, хорошо. Вот, направо мост на Елагин остров. В будни вход должен быть бесплатный, а в выходные дни, по-моему, 100 рублей со взрослого. Вот так за разговорами мы приблизились к Каменноостровскому театру. Здесь у нас, кстати, уже между Елагиным островом и Каменным, получается, Невка делится еще раз пополам и образует тем самым среднюю Невку. Так вот, по набережной Средней Невки мы вышли на площадь Старого театра. Сам театр – памятник деревянного зодчества эпохи классицизма. Деревянный. В 1827 год постройки, архитектор Шустов. Это изначально был летний императорский театр. Потом его переделали в кинотеатр в советские годы и даже в склад. Когда-то телевизионный театр Ленинградской студии был в нем. И, наконец, сейчас уже это вторая сцена БДТ имени Товстоногова. Большой драматический театр. За все время пережил 4 капитальных реконструкции. Вот. Ну и справа от него дом Клейн-Михель.
Восхитительный особняк графини. Неоготика. Тут, конечно, сейчас за елочками нам плохо его видно, но такая ограда тоже готишная, как будто. Но вот эти вот башенки построили при участии архитекторов Претра, фон Пастельса и Мейбома. Хозяйка устроила здесь великосветский салон. Балы, маскарады в доме Клейн-Михель считались лучшими в городе. В советские годы здесь размещался дом отдыха различных ведомств. Ну а после реставрации в 2010 году усадьба передана управлению делами президента. А еще в 1983 году она попала в фильм «Приключения Шерлока Холмса. Сокровища Агры», как дом Бартоломью Шалто. Вот. Ну и тогда, к слову, кинематографическая участь постигла еще два шедевра Каменного острова. Это дачу Гаусвальд и особняк Фалентвейдера. О них речь пойдет чуть дальше. Нам надо дойти до них. Да, на первый взгляд, конечно, не скажешь, что он деревянный. Так, все как будто камешек-камешек, а если подойти и начать вот даже облицовку трогать, то это дощечки выкрашенные. И так начинаешь присматриваться, видно, как доска, уже краска на доске отваливаться начинает. Ну и вот свойственно крашенному дереву. Ладно, движемся к набережной Крестовки. Речка Крестовка как раз у нас отделяет, не знаю, как сказать правильнее-то, Каменный остров от Крестовского острова. Здесь у нас как раз должен быть мост через Большой канал. Слева здесь за этим чудесным матовым забором огромный гостевой комплекс администрации президента. Вот, 14-й Каменноостровский мост. Ну и Большой канал. Здесь тоже по нему саперы любят. Ну, здесь еще вот эти байдарочники. Ой, кстати, вот этот островок, не знаю, сейчас посмотрим, зайдем, не зайдем на него. Такой безымянный остров, просто вытянутый, с лавочками. Слева, справа вода. Да, здесь пересекем Большой канал и немножко пройдем до Голубой дачи. А потом, наверное, вернемся и пройдемся еще вдоль канала. Так вот, я тут начал говорить-то, что слева за забором огромный гостевой комплекс администрации президента, куда вошли дома Соловейчика, Мельцера, Щена. Внятных фотографий тут не сделать, потому что... Все понимаем, почему. Ну а впереди нас ждет голубая дача Вурговта. Вот, кстати, этот мостик, через который можно на безымянный мостик попасть. Мостик, безымянный островок. Вот, голубая дача. Это дом статского советника Вурговта, ныне спецрезиденция для приемов. Выполнена в стиле неоклассики. Архитектор Синявер или Синявер. Поправьте, как там должно быть правильно. Построена в 1914 году. Вот, кстати, здесь сейчас подойдем. Вот эти все истории байдарочные, каноэшные, с этими всеми воротами, которые они обязательно должны пройти. Тренируются люди.
Ну вот лодочная станция. Ну а речка сама Крестовка. Крестовка. Ну, видимо, просто на сапах можно сюда приехать, поплавать, ну или походить, кому как удобней. Да, вот здесь уже как раз начинается голубой забор. То есть вот если вы побежите туда на заборчик писать, извиняюсь как бы за то, как есть, то понимаете, что это специальная резиденция для приемов при президенте. Тут как бы надо понимать. Сама голубая дача. Тут тоже, знаете, еще купол-то такой, как будто должен быть прям не просто куполок, а как на церкви-то. Что там у нас? Вот я перейду дорогу. Лучше будет видно голубую дачу. Ну и как раз здесь вот у нас этот дубок. Здесь есть табличка. На этом месте Петр Великий по преданию посадил дуб. В год 300-летия Санкт-Петербурга здесь вновь посажено дерево. Ну и вот посажен тоже дуб, и вот из того же желудя, которое было взято с изначального дуба, ну и здесь уже молодые дубки, желуди, молодые желуди. Ну и в этом месте мы немножко развернемся, пройдем в обратную сторону. Покажу я вам все-таки этот остров Сосиску и двинемся вдоль большого канала. Сейчас давайте, чтобы не отвлекать вашего времени, чудеса монтажа, и мы оказываемся у моста. Ну и чуть-чуть промахнулся. Мы оказываемся не у моста, а прямо на оконечности этого безымянного островка. Тут как раз спортсмены на... Даже не знаю, как это правильно называется. Плавательное средство. Вот с таким видом лавочки вдоль. И вот видите, слева, справа вода. И узенькая такая полоска земли. Сегодня погода, видимо, для пикников не располагает. Но здесь, в принципе, я такой вакханалии в виде пикников здесь никогда не видел, не знаю. Но вот там впереди, на второй части острова, лавочки уже оккупированы. Ну и с той стороны вот пирс, где молодежь занимается. Чем они, как это, кто это? Каноэ, лодки, что это? Ну вот единственный мостик на этот островок. Ну и сейчас вот нам надо
пройти вдоль второй березовой аллеи, которая идет вдоль Большого канала. Тут, видимо, выруливают все, кто едет с Петроградки на Крестовский остров. И они едут вот так все через Каменный остров. Сейчас мы здесь перебежим. И здесь буквально надо дойти до, по-моему, улица Боковая. По-моему. Там нас ждет очередная дача. Давайте, чтобы не затягивать и не утруждать ваше внимание вот этим чудным забором, мы перенесемся. Вот, вообще наш путь сейчас идет вглубь острова, к двум главным жемчужинам каменноостровского модерна. Это дача Евгения Гаусвальд и особняк Фалленвейдера. Но перед ними вот мы свернули на боковую аллею ради дома Гозе. Бутен. Династия Гозе – это обувные мастера в Петербурге. Держали магазин на Владимирском проспекте. И в 1905 году последний из них, Петр Иванович, построил дом по проекту архитектора Шёне. Ой, листья. Ну а спустя, тут из-за заборов к ним не подойти, спустя 10 лет к нему добавился второй этаж, флигель, а сам дом перешел в аренду военному инженеру Орлову. В итоге получилась такая вот красота. Может быть, но к ней не подступиться. Опять же, все деревянное. Дачки такие вот. Вот. Можете похвастаться такой дачей? Опять же, вот тут все вот этих заборах, изгородях и елях, туях. Так, ладно, давайте здесь мы вот по этой боковой аллее, там боковой улочке. Она как раз соединяет первую и вторую березовую аллею. Сейчас вернемся на вторую, потому что если прямо, это первая березовая. Везде, слушайте, ворота, заборы, елки-палки. Ну, слушайте, такая дореволюционная Рублевка, я вам скажу. Была. Да и сейчас осталось. Только, как-то, знаете, все Крестовский. Ну и мало кто говорит именно про Каменный остров. А тут, оказывается, все гораздо и более веселее. Вот так вот. Какие-то фотосессии странные. Ладно. Прямо по курсу у нас дача Гаусвальд. Во всех туристических справочниках этот шедевр модерна обозначен как дача Евгении Гаусвальд, жены булочника Густава Гаусвальда. Согласно легенде, муж преподнес любимой жене роскошный подарок – дом, похожий на произведение кондитерского искусства. Вот он тут у нас уже слева. Вот эти башенки, грибочки.
конечно, перекрашен слегка, как будто бы. Хотя, может быть, и нет. Наличники такие зеленые были. На самом деле семейство Гаусвальд не все так просто. Глава вовсе не похож на магната. Чтобы позволить себе такой дом, владелец всего одной булочной на Семеновской улице, ныне это улица Белинского. К тому же его имя в какой-то момент пропадает из городского справочника и дальше ни на слуху, ни на духу. Супруга под стать живет то тут, то там. Чем занимается, непонятно. Как бы то ни было, архитектор Чагин и Шёне отгрохали в 1898 году вот такой домишко. Первый образец модерна в Петербурге. Не только дачного, а вообще. Ну и до 1917 года вилла сменила несколько владельцев. Все хозяева описанных здесь особняков были арендаторами земельных участков, ну так, к слову. Принадлежали же они герцогам Мекленбург-Стрелецким и принцессе Саксен-Альтенбургской, особо приближенные к императору, скажем так. Здесь нам надо пройти через мост над Большим каналом. Кстати, да, в том особняке также Шерлока Холмса снимали. Ну и вот с противоположной стороны, тут у нас слегка за деревьями, но видно вот эту черепицу оранжевую, дом Фалленвейдера. В 1903 году швейцарский подданный Эдуард Фалленвейдер, богатый портной, поставщик императорского двора, заключил договор на аренду участка. Через 2 года появился дом по проекту Романа Мельцера. Ну и здесь со всех сторон не получится показать, но каждый фасад как бы уникален. Южный, почти у кромки Большого канала, может быть, получится сейчас увидеть. Мы вернемся. Ну вот сейчас на нас смотрит западный край. Туда мы не пойдем. Везде этот забор ужаснейший. Из чего там? Профнастил, не проф, это оргстекло, не оргстекло. Ну, в общем, кошмар. Пишут, что в этом особняке с 1993 по 2009 располагалось генконсульство Дании. Ну а теперь домом владеет сын Валентины Ивановны Матвиенко. Угу. Особняк Фалленвейдера также засветился в кино. Самые известные фильмы с его участием — это «Приключения принца Флоризеля» и «Господин Оформитель». Так, давайте дальше пойдем на Первую Березовую аллею, вырулим, где начинается парк «Тихий отдых». Еще раз глянем на особняк Гаусвальд. Ну а парк действительно тихий, все благоустроено, есть детская площадка.
А суеты и шума нет. Отдыхающих мало. Тут кому что нравится. Хотите активности? Вперед на Крестовский остров. Каменный же. Вот тут подъезд чей-то. С такой еще разрывом зеленым. Каменный для созерцания. Рай для интровертов. Поэтому с детьми, наверное, мало кто ходит. Потому что занять их здесь просто нечем. На внутренних дорогах почти нет автомобильного движения. Ну и сейчас я пройдусь по первой березовой аллее, сверну направо, и там нас будет ждать следующий герой. Дом Кугушевой, ныне детская художественная школа имени Кустодиева. Давайте перенесемся туда. 1898 году вдова штаб-ротмистра княгиня Мария Кугушева получила в аренду на 90 лет участок между Средней и Боковой аллеями и набережной реки Малой Невки. Спустя года архитектор Константин Прейс построил для нее двухэтажный деревянный дом. Особенного блеска здесь нет, дом привлекает внимание благодаря своей башне. Обходить не буду, такое просто двухэтажное с коньковой крышей здание. Пойдем правее от музыкальной школы. Тут буквально в 50 метрах дом профессора Бехтерева. Великий физиолог, жил и работал здесь с 1914 и до ухода в 1927 году. Дом изначально был деревянный, построен по проекту инженера Девишина, а в 1956 году, скажем так, переведен в камень и оштукатурен. В доме буквально несколько квартир, где, по слухам, живут наследники ученого. Ну а рядом небольшой парк. Тут вот есть памятная плита. Что в этом доме жил крупнейший российский ученый и врач-академик Владимир Михайлович Бехтерев. Вот. Давайте пойдем дальше. Выйдем на набережную Малой Невки. Или нет? Сначала нет. По тропинке пойдем. Тут уже с той стороны Невки виднеется Петроградская сторона. Ну и вот все ловчонки, практически все, пустые.
Грибцы гребут. Граждане отдыхают. Ладно, давайте как раз по пути начну рассказывать за этот участок Бехтерева, где дом Бехтерева с парком. Упирается в забор дачи принца Альденбургского. Там перед забором вон как раз каштаны виднеются. Это будет последний особняк на нашем маршруте. Еще один памятник деревянного зодчества от архитектора Смарагда Шустова. Понятно, что за почти 200 лет здание претерпело не одну перестройку, тем более, что пережило 2 пожара. Ну а Петр Георгиевич Альденбургский, внук императора Павла I, попечитель больниц, приютов, женского института Свято-Троицкой общины сестер Милосердия, близкий друг Александра II. И, кстати, его сын Александр продолжил дело отца. В частности, в 1890 году основал Институт экспериментальной медицины на Аптекарском острове. Дом получился превосходный. Давайте подставлю фотографию конца 19 века. В советские годы здесь было общежитие студентов-медиков. Ну а прямо сейчас как раз здесь заканчивается реставрация. Поговаривают, что его купила компания, принадлежащая дочери Евгения Пригожина. В планах было как раз сделать отель с рестораном. Ну и вот я сейчас здесь вижу как раз надпись «Вилла принца Альденбургского. Бутик-отель». Ну и здесь, на набережной, напротив этой дачи, нас ждут сфинксы. Сфинксы каменного острова, почти 200 лет. При этом у них нелегкая судьба. Они побывали в разных местах города, начав путь с Семенцов. И только в 2010 году их окончательно установили на набережной Малой Невки. Давайте я с другой стороны подойду к ним. Конечно, они не могут похвастаться той историчностью, которая есть у сфинксов на Университетской набережной. Но, тем не менее. Ну вот, друзья, такой он каменный остров. Не сказал, конечно же, почему опять же каменный. Потому что, ну, как минимум, 2 истории есть про это. Здесь в целом-то была каменистая такая почва. То есть лес, камни, валуны и вот эта вся история. И это тоже касается той части, которая на Черной речке. Вот, поэтому как бы и каменный. Другая еще история, это Петровская. Здесь был большущий какой-то глыба каменная, и по ней моряки ориентировались. Ну и вот Петр, проплывая мимо, сам Петр нарек остров каменным. В советские годы, когда остров рабочих или там остров трудящихся, как-то так было, название в народе сильно не приживалось, все равно так и вас по-прежнему называли каменным. Поэтому уже в современной истории, в современной России
в 90-е годы, по-моему, нет, в 80 каком-то году, да, острову было возвращено историческое название. На ту часть Каменного острова мы сегодня не доберемся, ибо и так уже много времени, да и не так, как по мне, это интересно. Достаточно маленькая локация. Ладно, друзья, здесь уже шумит Каменноостровский проспект. Меня ждет Петроградка. Вам спасибо, что были со мной. Надеюсь, для кого-то открыл еще один маленький кусочек Петербурга, неизведанного. Всех приглашаю прогуляться, посетить, отдохнуть от суеты. Лайки, подписки. Не забываем. И всем пока.